Глаза дракона. Китайская сказка. У подножья большой горы жил бобыль Цуй Хэйцзы. Даже клочка земли у него не было. Он жил тем, что чинил людям котлы да пиалы. Однажды подобрал он на дороге маленького дракона, положил его в ящик, в котором носил инструменты. Каждый день Цуй кормил дракона. Дракон подрос, стало ему тесно в ящике. Цуй не носил его с собой и оставлял дома. Через несколько лет дракону стало тесно и в доме. Тогда Цуй сказал ему: «Знаешь, зарабатываю я мало, а ты теперь большой, и мне уже трудно тебя прокормить. Провожу-ка я тебя в пещеру, что на Северной горе». Дракон кивнул головой, согласился с этим. Прошел год. У пещеры дракона вырос Жэньшень. Все об этом знали, но никто не осмеливался выкопать корень, около которого жил дракон. Узнал о чудесном Жэньшене и император. Захотелось ему во что бы то ни стало получить корень Жэньшеня. Губернатор провинции дознался, что дракона вскормил Цуй. Вызвал он к себе Цуя и приказал выкопать Жэньшень. Не то голова с плеч. Ничего не оставалось Цую, как набраться смелости и пойти за Жэньшенем. Еще издали узнал он дракона, лежащего у входа в пещеру. Подошел Цуй к нему и взмолился: «Уважаемый дракон, я тебя вырастил. Спаси меня. Разреши выкопать корень Жэньшеня императору». Дракон кивнул головой. Цуй выкопал корень и отдал его губернатору, а тот отвез Жэньшень императору. Год прошел, и случилось так, что у императрицы заболели глаза, каких только врачей не приглашали. Но императрица видела все хуже и хуже, и в конце концов ослепла. Кто-то сказал императору: «Болезнь императрицы можно вылечить только глазом дракона. Стоит потереть больные глаза глазом дракона, и они сразу же станут зрячими». Но дракон ведь страшный, большой и сильный. Пожалуй, и армия в 1000 всадников ничего с ним не поделает. Вот и приказал император доставить к нему Цуя. «Достанешь глаз дракона, будешь министром», — сказал император. «А не достанешь — казню тебя и всех твоих родных». Цую умирать было страшно, да и министром стать хотелось. А дело-то ведь не шуточное. Надо вырвать глаз у самого дракона. Это не то, что выкопать около него корень. Наконец Цуй решился. Пришел он к пещере и сказал дракону: «Император велел мне принести твой глаз. Спаси меня, дай мне глаз, ведь все-таки я выкормил тебя». Выслушал дракон и кивнул головой. Разрешил он Цую вырвать у себя правый глаз. От боли у дракона катились из левого глаза слезы. Получив глаз дракона, император потер им левый глаз императрицы. Тот и прозрел. Потер правый, и тот стал видеть. Стали глаза такими же, как и прежде. Обрадовался император и тут же назначил Цуя министром. Цуй теперь жил беззаботно, наслаждался богатством, и было у него все, что только доступно человеку.
Постепенно Цуй стал злым и коварным. Он думал лишь о себе, и чужие горести его не трогали. Если он замечал у других что-нибудь дорогое, тотчас же забирал это себе. И не мог забыть ненасытный Цуй, каким ценным оказался глаз дракона. Решил он выпросить у дракона и другой глаз. В паланкине слуги принесли Цуя к пещере. «Дракон, дракон», — сказал Цуй, — «я тебя выкормил. Отдай мне и левый глаз». Дракон кивнул головой. Спустился жадный Цуй с паланкина, подошел к дракону и хотел было уже вытащить второй глаз. Но тут дракон разинул пасть и проглотил Цуя министра.